Друзья, добро пожаловать на канал Фактограф. Сегодня мы поговорим о настоящих сокровищах природы, о ягодах. Ягоды – это вкусные и полезные фрукты, способные удивить своими формами, ароматами и вкусами. От дикорастущих ягод в горах до знакомых нам с детства плодов. Каждая из них скрывает в себе уникальные свойства и целебные качества. Мы расскажем вам, какие удивительные ягоды можно есть в сыром виде, какие в обработанном, а какие и вовсе являются ядовитыми, но все же используются в народной медицине. Готовы погрузиться в мир ярких красок, невероятных форм, неповторимых вкусов и открыть для себя самые удивительные ягоды в мире? Тогда садитесь поудобнее и давайте вместе узнаем чуть больше об этих сочных и ярких плодах. Морошка. Морошка – особенная ягода. Почему? Начнем с того, что морошка – типичная северянка. Возьмите карту или глобус и найдите 55-ю и 78-ю северные параллели. Вот именно в этих регионах эту ягоду можно встретить. Поиск морошки можно сравнить с добычей золота в ручье, поскольку полярные места, где растут оранжевые и желтые ягоды, мало знакомы и часто труднодоступны. Морошка любит торфяные болота, тундру, заболоченные леса. Неудивительно, что в древности ее называли болотный янтарь, очи болота и болотный стражник. Примечательно, что морошка созревает наоборот, сразу краснеет и лишь поспевая становится янтарной, почти прозрачной. Плоды пригодны для приема в пищу как в сыром виде, так и в переработанном состоянии. Вкус ягоды сам по себе сочетает ноты малины, манго, абрикоса и маракуйи. Кроме того, в морошке сконцентрировано в 4 раза больше витамина С, чем его содержится в апельсинах. Жимолость. Ягоды жимолости похожи на чернику и голубику по цвету. Форма продолговатая, как у винограда. Вкус варьируется в зависимости от сорта и может напоминать своего рода коктейль из нескольких – малинового, черничного, клюквенного с горьковатым, кисловатым или ярким сладким привкусом. В мире существует более 190 видов жимолости. Среди них есть и несъедобные, и даже ядовитые. Ареал жимолости в природе охватывает Дальний Восток, Восточную Сибирь, Среднюю Азию и Крайний Север. Кустарниковое растение растет во влажных темнохвойных лесах и их опушках, а также на торфяных болотах и на влажных лугах. Жимолость – ягода молодости, она защищает наши клетки организма от старения. Ягоды содержат больше витамина С, чем лимоны, клубника или перец. Съев всего 100 граммов жимолости, мы получим дневную норму этого витамина. Ягоды жимолости также щедры на полезный для щитовидки йод и богаты селеном, который снижает риск онкологических заболеваний и сердечно-сосудистых болезней. Лимонник. Мелкие, красные, внешне напоминающие смородину или калину. Так выглядят ягоды лимонника. Они собраны в толстые гроздья, колонны длиной до 10 сантиметров, и внутри каждой ягодки есть маленькая косточка. Мякоть спелых плодов сочная, имеет специфические вкусовые качества. Недаром говорят, что это ягода 5 вкусов. Она и кислая, и пряная, и кисло-соленая, одновременно сладковато-горькая с лимонным привкусом. А если раскусить косточку, то будет хвойный аромат и привкус. Также лимонный запах имеет кора лианоподобного растения и его листья. Родина лимонника – Япония, Китай, Корея. Он растет в хвойных и лиственных лесах, обычно в прогалинах, опушках, вырубках и старых гарях, чаще в узких долинах горных рек и ручьев. Ягоды лимонника – настоящий кладезь витаминов. Кроме того, они обладают тонизирующим свойством. Съели несколько штук и весь день бодрячком. Также в сушеном виде плоды активно применяются для нормализации сна, пищеварения, давления и устранения хронической усталости. Шефердия серебристая. Простыми словами, это разновидность облепихи. В диком виде растение распространено в Южной Канаде и на северо-западе США. В США ягоды шефердии называют смородиной Небраски, ягодой буйвола – бизоновыми или кроличьими ягодами. Ягоды имеют ярко-красный цвет и являются съедобными, несмотря на довольно горький привкус. Да, кушать плоды шеферии в сыром виде мало кому понравится, но выход есть, их можно приготовить. Например, в Америке эта культура очень популярна. Там из шефердии делают невероятно вкусное желе, джемы и сиропы. Кроме того, плоды шефердии содержат больше сахара и витамина С, чем облепиха, а значит, это прекрасное средство для повышения иммунитета, профилактики простуды и гриппа.
А еще они богаты антоцианами, которые снижают риск заболевания раком, полезными для зрения каротиноидами и катехинами. Эти вещества повышают прочность и эластичность стенок кровеносных сосудов, снижают их ломкость, снижают риск развития инсультов и инфарктов. Вороний глаз. Вороний глаз растет почти по всей Европе, в Средиземноморье и Западной Сибири, в лиственных и смешанных лесах на плодородной суглинистой почве. Предпочитает сырые затененные места, заросли кустарников, тенистые овраги. Это растение невозможно спутать с другими из-за его характерного внешнего вида. Около ягоды расположены 4 ярко выраженных листьевых пластины, но это не единственная особенность. Вороний глаз – ядовитое растение, применение которого может привести к тяжелым последствиям и даже летальному исходу. Ядовито все растение, листья, стебли, но особенно токсичны ягоды. Употребление 1-2 ягод может привести к летальному исходу. Ягода выглядит аппетитно, но ни в коем случае к ней нельзя прикасаться. Также будьте внимательны при сборе черники. Плоды очень похожи, и ягоды вороньего глаза могут незаметно оказаться в вашей корзине. Однако, несмотря на все предостережения, сушеные ядовитые ягоды и листья все равно применяются в народной медицине. Мускадин. Мускатный виноград или мускадин – это круглый сорт винограда диаметром до 4 см. Кожица очень толстая, в зависимости от сорта черно-фиолетовая, бронзовая или светло-зеленая. Мякоть сладкая, с терпким резким вкусом и мускусным ароматом. Ее текстура похожа на текстуру слив. Мускадин растет в основном в США. Плоды обладают мощным антиоксидантным действием, а также они богаты клетчаткой, рибофлавином и пищевыми волокнами. Пищевые волокна помогают снизить уровень холестерина в крови, способствуют нормализации пищеварения, а также снижают чувство голода. Если вы следите за своей фигурой и стараетесь не переедать, то съешьте немного мускадина и будете сыты. Мускадин – это столовый виноград, который в американской кухне традиционно используется для приготовления желе, джемов, фруктовых пирогов и пирожных. Кроме того, с него делают виноградный сок, красное и белое вино. Ирга. Пробовали ли вы когда-то сладкие ягоды ирги? Мы уверены, что многие даже о них никогда не слышали. Однако еще несколько веков назад целители активно использовали медовые ягоды для приготовления лечебных снадобий. Родиной ирги принято считать Канаду, но из-за своей неприхотливости и морозостойкости различные виды ирги распространились по всему миру. Особенно часто растения можно встретить в умеренном поясе северного полушария. Плоды ирги имеют шарообразную форму и по мере созревания становятся красными, потом синими и, наконец, черными с сизым налетом. Ягоды созревают неравномерно, начиная с конца июля. На вкус приятные, тонизирующие и пресно-сладкие. Проявляют иммуностимулирующее, общеукрепляющее, успокаивающее, противоопухолевое, тонизирующее, антимикробное и антиоксидантное свойства. Нередко ягоды ирги используются в диетах и лечебном питании, а из сушеных плодов можно даже приготовить вино или наливку. Физалис – это, пожалуй, самая экзотическая ягода нашей сегодняшней подборки. Физалис известен в народе как изумрудная ягода, земляная клюква или китайский фонарик. Последнее связано с тем, что отличительной чертой физалиса является хрупкая, похожая на китайский фонарик оболочка, которая формируется из чаши листиков. Это родственное с томатами растение произрастает в основном в странах Центральной и Южной Америки, но некоторые его виды встречаются в других регионах. Мясистые ягоды с упругой глянцевой шкуркой очень напоминают помидоры, но отличаются размером и окраской. На вкус небольшие желто-оранжевые плоды похожи на нечто среднее между земляникой, виноградом и ананасом. Съедобные ягоды используют для приготовления джемов, цукатов и изюма, а их сок применяют в качестве приправы к рыбным и мясным блюдам. Кроме того, в составе плодов есть органические кислоты, электролиты, макро- и микроэлементы, поэтому физалис часто используют в народной медицине. Путерия сладковатая. Путерия сладковатая представляет собой кустарник или низкорослое дерево с небольшими красными ягодами вытянутой формы.
Чудесные ягоды, не правда ли? Именно так еще называют эти плоды. И не просто так. Маленькие красные ягоды безвкусны, но обладают способностью блокировать работу вкусовых рецепторов, отвечающих за восприятие горького и кислого вкуса. Например, лимон, съеденный после одной такой ягодки, кажется сладким, сохранив при этом полностью свой цитрусовый вкус и аромат. Да что там лимон, даже уксус становится сладким. Чудо-эффект продолжается около 1-2 часов. Согласно исследованиям, причиной такого эффекта является белок маракулин, содержащийся в плодах. Путерия происходит из Западной Африки, но благодаря неприхотливости ее достаточно успешно культивируют в качестве комнатного растения. Ведь вечно зеленое тропическое растение с темно-зелеными блестящими листьями способно украсить любое помещение. Йошта. Йошта – это гибрид черной смородины и крыжовника. Кустарник был выведен в 1970-х годах немецким селекционером Рудольфом Бауэром и быстро стал популярным в других странах. Темно-фиолетовые и черные ягоды йошты крупнее, чем у обычной смородины, а само растение оказалось устойчивым к морозам и различным заболеваниям. Вкус хороший, сладкий, с небольшой кислинкой. В отличие от смородины, ягоды йошты практически не пахнут. После созревания они не осыпаются на землю. Плоды йошты обладают лечебными свойствами. Их применяют при желудочно-кишечных заболеваниях, при простуде зимой, они улучшают кровообращение и способствуют выведению из организма радиоактивных веществ и тяжелых металлов. Ягода богата на витамины С, П и антоцианы. Витамина С в ягодах йошты в 4 раза больше, чем у черной смородины. Кроме того, вы можете готовить из йошты все, что угодно. Варенье, морсы, желе, чай – все будет очень вкусно. На этом у нас все, друзья. Спасибо вам за просмотр. Делитесь с нами в комментариях, какую ягоду из нашего видео вы встречали в реальной жизни. Или, может, даже пробовали.